Powerbank на литий-железофосфатных батареях. Вот вы мне сейчас скажете, подожди, ну ведь там крутые выпускают, мы на Алиэкспресс видели пауэрбанки, они все просто на литии. Да, вот All Powers выпускает на литий-железофосфате. Литий-железофосфатная батарея в пауэрбанке 100-ваттном, имеется в виду 100 ватт час у нас емкость и 100 ватт быстрая зарядка. При этом он может заряжаться от всего чего угодно, от солнышка может заряжаться просто от любого Type-C-шечки с экранчиком вот таким вот состоянием. Ну покажи. Мы еще это все увидим потом более в близком формате. И, конечно же, потестируем, потому что этот Powerbank оснащен Power Delivery, подходит для подключения ноутбуков и оснащен Quick Charge, а также Samsung HFC и другими стандартными быстрой зарядки. Короче, вот такая вот классная вещь, смотрите, с такой ручкой прикольной, на канале Технозон. Литий, железо, фосфат. Не забывайте, это не просто пауэрбанк, это пауэрбанк, который будет работать у вас, наверное, вечно. Подписываемся, нажали и поехали. Начнем конкретно с внешнего вида, да, то есть у нас сейчас на текущий момент мы видим два USB Type-C, Type-A, спереди кнопка есть, сбоку вот такой вот хляст для того, чтобы можно было носить его, куда-то пристегивать. Снизу у нас ножки резиновые, видите, там выглядит вообще как маленькая пауэр-станция, абсолютно прикольная, из нормального пластика. Экранчик у нас есть, смотрите, есть в комплекте у нас Type-C кабель, в принципе инструкция. Ну и сама по себе коробочка и больше ничего. И на сайте мы видим, что в Европе она стоит 79 евро. По характеристикам у нас 99,2 ватт-часа. Сама по себе станция 128 ватт. Не станция Powerbank, но я вам объясню, что такое 128 ватт. Это значит, что Type-C у нас может тянуть 100 ватт, а Type-A 28 ватт. Вот таким вот образом. Смотрите, если говорить дальше, это 31 тысяча миллиампер, 99,2 ватт-часа. Это у нас получается при 3,2 вольта. Ну, приблизительно, да? А как они считают? Сейчас посмотрим. И ценность этого пауэрбанка в том, что здесь литий-железофосфатная батарея и рассчитана до падения до 80% емкости на 2000 зарядов. То есть это много. То есть это можете посчитать, если вы каждый день ее будете разряжать в ноль и заряжать в ноль, то это на сколько? 1000 зарядов, 365 дней. Это 3 года на 6 лет. На 6 лет, если каждый день. Это вообще рассчитана она на 10 лет работы. Весит 950 грамм. Подходит, смотрите, у нас, видите, от солнышка заряжать можно. Весит всего лишь 0,95 килограмма. То есть, по сути, килограммовая станция. И 100 ватт Power Delivery в две стороны. Но к этому мы, вот, кстати, слушайте, если уж 100 ватт, то давайте подтвердим. Вот мы видим, пожалуйста, сейчас она заряжает, мы сейчас дадим на нее нагрузочку, заряжаем из Type-C. Ну, давайте разгоняем чуть-чуть, пошло-поехало, 50, 60, 60, 70, 78, 79, 80, ну, честная пауэрстанция, 99,7 сейчас будет ватт, 99,7, после 100 она уже 99,75. После 100 она, конечно же, уходит в защиту, я уже перешагнул 100, потому что здесь есть, конечно же, защита, то есть своеобразный BMS-контроллер, это защита от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрева, от короткого замыкания и тому подобного, очень важно. Смотрите, можно, в принципе, от нее питать все что угодно, наушники, заряжать дроны, ноутбуки. И вот ценность этой пауэр-станции это то, что можно от нее подключить к ней, например, тот же самый ноутбук через Type-C. Либо по-другому мы можем подключить сюда, вот, пожалуйста, вы сейчас видите кадры, как мы подключаем через Type-C на DC, через переходник, кстати, ссылка на кабель на DC в описании под видео, мы делали обзор. Можно подключить обыкновенный ноутбук, который идет там уже даже не на Type-C, а именно побольше, да, то есть он тоже спокойно это вытягивает. Нормальная тема. По поводу именно емкости, как мы подтверждали емкость. И в результате зарядки мы получили 112 ватт-часов. Я вам объясню, почему 112 ватт-часов. Это значит 100 ватт-час плюс конверсия 10-15%. Ну, так как это нормально сделанная станция, тут не дотягивает до 15% конвертация потери, именно 10, 11, почти 12%. Это вообще супер показатель. То есть станция честная, она взяла честных 100 ватт. Но вы спросите, а на разряд сколько? В результате разряда, вот сейчас мы ее разрядили в ноль полностью,
мы видим у нас емкость 89,5 Вт-час. И, кстати, это подтверждает именно конкретно, что станция честная в том плане, что потери составили тоже 11, ну, даже 10,5%. Это очень отлично. То есть станция честная на прием и честная на отдачу. Все супер. По протоколам зарядки Type-C 1 у нас выдает с вами Power Delivery 100 Вт PPS, выдает BC 1.2, ой, блин, плохо сфокусировалось сейчас, Quick Charge на первом порту нет, ага, вот все сфокусировалось, да блин, что такое. Давайте, Quick Charge нет, как Samsung HFC, SCP, MTK, PE. Все, наконец-то. И теперь Type-C 2. Смотрите, у нас 20 вольт, 5 ампер, 100 ватт PPS на разряд. Он дает Quick Charge 2, Quick Charge 3, 12 вольт. Кстати, поддерживает у нас, давайте, BC 1.2, Apple 5 вольт, 2.4. И, в принципе, все. Давайте вставляем в Type-A и видим у нас здесь, что у нас нет, конечно же, Power Delivery. Есть у нас стандарты быстрой зарядки Quick Charge, кстати, до 12 вольт, и Quick Charge 2, Quick Charge 3. Есть Samsung HFC 9 вольт, есть FCP 9 вольт и, в принципе, все. Ребят, то есть по портам тоже все предельно понятно. Купить можно либо на All Powers EU, либо на All Powers DE она есть. И в Украине, кстати, можно купить это, не в Украине, это тоже из Европы, но именно прямая доставка. Без какого-либо там посредника, через NP Shopping доставляется. Стоит она 6447. И на всех 3 сайтах работает промокод Технозон. В описании под видео ссылки, как и промокод Технозон, то же самое в описании под видео. Вы можете, в принципе, использовать. Это очень важный момент. В принципе, цена адекватная по сравнению с пауэрстанциями с AliExpress. Литий-железофосфатная станция — это очень-очень классное решение. Но если в Европе, в Украину заказывать, придется через NP Shopping это делать. Допустим, на том же самом AliExpress есть аналог, но он будет стоить примерно столько же, да, как на украинском сайте. И это будет у нас Aferai, тот же самый OEM, только там с одним Type-C и с одним Type-A. Но есть отдельный Type-C внешний кабель. Это практически та же самая станция, тоже на литий-железофосфате. Вы должны понимать, и она тоже поддерживает 99,2 Вт-часа. Ребят, ссылки в описании под видео. Powerbank рекомендую, просто топовая тема, очень удачный вышел, мне зашел, скажем так, по своему функционалу, мощности и честной емкости. Я его использую на постоянно. А с вами был Bubble и All Power Solar P100 на канале Технозон. Вот все, прощаемся с вами, очень рекомендую, пока.